Привет увлеченным людям. Подождите, а в чем это мы сидим? Это ковш-гигант емкостью 10 кубических метров, который поднимает породу весом в 15 автомобилей Нива. Этот ковш закреплен вот на такой длиннющей стреле, а вся конструкция – шагающий экскаватор. Он такой огромный, что человек рядом с ним выглядит просто малышом. А попали мы сюда с вами благодаря Кириллу, преподавателю геолого-разведочного университета, который любит своих студентов и тщательно подходит к оценке их работ. Да, если я не знаю, что ставить, двойку или тройку, я подкидываю монетку. Если выпадает счастливый рубль, то в сторону тройки склоняюсь. А если человек хочет ковать свое счастье, то он идет и кует его. Именно он пригласил нас на практику в работающий Багаевский карьер. В видео я также вставлю кусочек его лекции студентам. Ну а теперь все по порядку. Рано утром мы со студентами выехали от геолого-разведочного университета Москвы в Багаевский карьер. Нас встретил его директор, и после познавательной беседы с ним за нами подъехал раритетный автобус и повез нас в первую точку. На ней произошло знакомство с шагающим экскаватором. Его вес почти 700 тонн. Он действительно шагает, поднимая свое тело на двух массивных лапах-опорах. Скорость 198 метров в час. Не самый быстрый парень на районе. В его сердце огромный электромотор, который питается от шнура с напряжением 6000 вольт. И вот тут, кстати, видно, как мы перешагиваем тот самый кабель. А внутри, помимо кабины управления, помещается даже небольшая кухня. Потому что если ты управляешь такой махиной, ты заслуживаешь чай с бутербродом без отрыва от производства. Нам, конечно, немыслимо повезло, что ковш спустили для нас и разрешили рассмотреть его поближе и сделать в нем фотографии. А затем мы отправились на вторую точку, где Кирилл провел лекцию для своих студентов, а я в это время имела возможность походить по склонам и посмотреть принесенный ледниками материал. Ну что ж, тут под ногами лежит большое количество окатанного материала, который радует своими цветами, своим разнообразием. Давайте я вам просто под музыку покажу, что успела подержать в руках. Здесь Кирилл зарисовывает тот самый склон, который студенты изучали после лекции. А мы двигаемся на вторую точку, где ребята будут брать пробы. Кстати, группа студентов мне безумно понравилась. Это был первый курс, все задорные, добрые и при этом старательные. Шипит от кислоты? Нет. Значит что? По твердости что? По твердости... Твердая? Нет, не твердая. Я легко расколол. Да? Легко. Вопрос прочности и твердости — это две разные вещи. Это что же крем? Нет. А что это? Ну, как вы думаете? У нас. Смотрите. Габра, наверное. О, это уже ближе. Есть Только не информация? габра. Интрузивная? Она? Интрузивная. Интрузивная? Да, Что, чего наш? Сейчас. Поликсенит? Да, это поликсенит. Спасибо. Ну да, лучше без удона давай. Без удона. Не звонит?
Да, есть что-то контакт. Ну, вот. Я скоро отправляюсь в долгожданную поездку за минералами на Урал. И, конечно же, планирую продолжать там снимать свои видео. В связи с этим хотела узнать у вас, какого формата ролики вам смотреть интереснее. Что-то динамичное, активное, насыщенное или, может быть, спокойное, про связь с природой. Мне близок и тот формат, и я хотела бы понять, что интересно вам, что следует снимать в большем количестве. Пишите, подписывайтесь. До встречи на следующих видео. Пока! Мы с вами должны поговорить про геологическую работу ледников. Как и любой геологический процесс, ледники оказывают 3 вида геологической работы. Первое – это разрушение, второе – это транспортировка материала, и третье – это аккумуляция этого материала. Работа, эрозия, да, ледниковая, она подразделяется на 2 вида. Это планкинг, называется планкинг. Это вырывание обломков из ложи ледника. Смотрите, у вас есть ледник, он идет по какой-то территории, и промерзая до днища, да, вот так, он что, вмораживает в себя большое количество этого материала, торчащего снизу. И что делает потом, когда начинает двигаться, захватывает с собой этот материал, вырывая. Это получается планкинг. И есть еще второй, это абразия. Что это такое? Ледник несет в себе большое количество также этого материала, которым истирает свое ложе. У нас есть большое количество вросших в днище ледника материалов, и он что делает? Под большим давлением начинает истирать. Поэтому часто результатом абразии мы можем видеть зализанные такие красивые скалы с царапинами. В принципе, материал ледниковый, он по ним и узнается. И вообще, когда мы говорим с вами о материале, который ледник несет или отлагает, это морена называется. Морена бывает 2 видов. Первая, основная, она образуется в ложе ледника. И, как правило, здесь не сортированный материал, совершенно разный по размерам, по степени окатанности. Это суглинки, суписи, в которые влеплены огромные валуны или достаточно крупные гальки. Все это не сортировано, все это как каша, одна большая. Абляционная морена отличается тем, что она промытая. То есть водами этого ледника, точнее его таяния. Мы с вами видим уже лишенную различных суписей суглинков, как правило, отмытый материал. Валуны, галечки и так далее. Вот, собственно, обратите внимание на данный результат, как раз перемытую морену. Это, собственно, ледниковое отложение.